Приветствую вас, друзья! Продолжаем наше путешествие по исцелению финансового положения с помощью практик. В предыдущем видео я начал серии выпусков, где прямо во время просмотра мы вместе выполняем простые, но очень действенные практики, чтобы раскрыть поток денег и изменить свое отношение к финансовой энергии. Очень важно, делайте их сразу вместе со мной, иначе они так и останутся просто в сохраненных видео, без пользы для вашей жизни. Сегодня нас ждут 3 новые практики. Мы пойдем по проверенной структуре. Сначала очистим пространство и внутренние блоки, затем перейдем к манифестациям, а в завершение сделаем практику на перспективу, чтобы закрепить результат и открыть дорогу большим возможностям. Итак, начнем с первой практики. Она называется «денежный стыд». Именно с нее важно стартовать, чтобы снять самый сильный внутренний блок и открыть дорогу следующему шагу. Практика «денежный стыд». Цель. Освободиться от чувства вины и страха зарабатывать больше. Суть. Ты не зарабатываешь не потому, что не умеешь, а потому что стыдишься хотеть больше. Стыд – самая токсичная эмоция, блокирующая рост дохода. Что делать? Возьмите лист бумаги и ответьте честно на один вопрос. Что обо мне подумают, если я начну зарабатывать очень много? Запишите все, что приходит. Скажут, что зазнался. Подумают, что я ворую. Меня возненавидят. Будут смеяться надо мной. Семья будет ревновать. Посмотрите на список и скажите вслух. Я не обязан сдерживать свой рост, чтобы другим было комфортно. Я не обязан соответствовать чужим ожиданиям, чтобы быть успешным. Я разрешаю себе зарабатывать много, без вины, стыда и страха. Эта практика бьет точно в цель. После нее у многих реально открывается поток, потому что отпадает внутренний тормоз. А теперь поставьте видео на паузу и выполните практику. Когда закончите, обязательно напишите в комментариях свою обратную связь. Это станет мотивацией для других зрителей тоже пройти этот шаг. После этого возвращайтесь и продолжайте просмотр. Впереди вас ждут еще 2 практики. Отлично, мы проработали первый слой, и теперь можно двигаться дальше. Следующая практика – «Я магнит для денег». Она поможет включить совершенно другое внутреннее состояние и запустить новые притягивающие процессы. Практика «Я магнит для денег». Цель – пробудить состояние внутреннего притяжения денег и возможностей. Когда мы начинаем ощущать, что сами излучаем притягательную силу для денег, в нашу жизнь приходят люди, события и идеи, которые открывают новые финансовые потоки. Практика. Встаньте перед зеркалом, выпрямите спину, расправьте плечи, смотрите себе в глаза и 10 раз вслух произнесите «Я – магнит для денег. Я притягиваю богатство легко и с радостью». Представьте, что от вас расходятся золотые лучи, а вокруг кружатся денежные потоки, мягко вливаясь в вашу жизнь. Аффирмация. «Я магнит. Деньги всегда находят дорогу ко мне». Сейчас поставьте видео на паузу и выполните практику, а по завершению продолжите просмотр. Вас ждет заключительная практика этого выпуска. Отлично. Практика завершена. Какие изменения в своем внутреннем состоянии вы ощущаете прямо сейчас? Эту практику полезно выполнять регулярно, утром перед началом дня или вечером перед сном, хотя бы несколько раз в неделю. Так новое состояние будет закрепляться, а деньги станут естественной частью вашей жизни. И теперь мы переходим к заключительной практике этого выпуска «Финансовая идентичность будущего». Она поможет вам выстроить образ себя, который притягивает стабильность, изобилие и большие перспективы. Практика «Финансовая идентичность будущего». Цель – перейти из режима ожидания в режим воплощения. Начать вести себя как человек, который уже живет в изобилии, мыслями, действиями, энергией. Деньги приходят не к тому, кто хочет, а к тому, кто уже готов. Уровень дохода – это следствие вашего внутреннего состояния и ощущений о себе. Письменная практика. Я через 6 месяцев. Возьмите лист или откройте заметки и подробно опишите. Сколько я зарабатываю каждый месяц? Точная сумма в цифрах. Не стесняйтесь желаемого. Как я выгляжу? Во что одет? Какое у меня тело, осанка, взгляд, настроение? Где и как я живу? Страна, город, квартира, дом, интерьер, атмосфера. С кем я общаюсь? Кто мои окружения, наставники, друзья? Как мы говорим о деньгах? Как я распоряжаюсь деньгами? Во что инвестирую, на что трачу, что позволяю себе, как благодарю за приход денег? Во что я верю? Какие у меня убеждения о себе, мире и богатстве? Как проходит мой день?
Во сколько встаю, чем занимаюсь, как чувствую себя в теле, какие эмоции преобладают. Интеграция в реальность. Выберите из этого описания 1-2 пункта и начните применять уже сегодня. Например, оденьтесь так, как вы бы оделись, зарабатывая в 3 раза больше. Позвольте себе покупку, которую бы сделал будущий вы. Откажитесь от общения, которое тянет в старую версию себя. Встаньте на 30 минут раньше и начните день как человек, у которого уже есть деньги. Заведите ежедневную фразу «Я выбираю вести себя так, как будто это уже моя реальность». Подсказка. Мозг не отличает воображаемое от реального. Чем чаще вы входите в роль новой версии себя, тем быстрее реальность начнет подстраиваться под вас. Будущее не приходит потом. Оно приходит, когда я перестаю ждать и начинаю быть. Я человек изобилия. Уже сейчас. Обязательно внедрите эту практику в свою жизнь. Уделите всего 5-10 минут, чтобы составить описание себя через полгода, каким вы хотите быть, как мыслить и какие доходы иметь. И начиная уже с сегодняшнего дня, выберите 1-2 пункта и начните их применять. По мере того, как вы будете действовать, наблюдайте за изменениями в своей жизни. Возможно, в процессе вы почувствуете желание пойти еще дальше, добавить новые пункты, расширить свое видение и постепенно вырастить совершенно новый уровень финансовой идентичности. Помните, маленькие шаги каждый день приводят к большим результатам. И именно эта практика помогает закрепить их, превращая мечту в реальность. Итак, друзья, сегодня мы вместе прошли 3 важные практики, очистили внутренние блоки, включили состояние притяжения и заглянули в свое финансовое будущее. Эти шаги создают прочный фундамент для того, чтобы деньги перестали быть источником тревоги и стали естественной частью вашей жизни. Очень важно помнить, результат приходит не от разового упражнения, а от регулярности. Если вы действительно хотите изменить свое финансовое положение, возвращайтесь к этим практикам снова и снова. Пусть они станут вашей привычкой, такой же естественной, как утреннее пробуждение или чашка чая. Обратите внимание на свои ощущения уже сегодня. Может быть, вы почувствуете легкость, уверенность или заметите первые перемены во внешнем мире, неожиданный звонок, новую возможность, нужное знакомство. Вселенная всегда откликается, когда мы готовы принимать. В следующих выпусках мы продолжим эту серию и шаг за шагом будем прорабатывать тему денег глубже, от внутренних установок до практик, которые открывают новые источники дохода. Поэтому обязательно оставайтесь со мной, чтобы не пропустить продолжение. И главное, верьте в то, что вы достойны изобилия. Вы имеете право жить в достатке, радости и свободе. Начинайте применять все, что узнали сегодня, и помните, именно ваши действия открывают поток. Если вы готовы пойти дальше, приглашаю вас на бесплатный марафон по нейрографике, где мы будем работать с темой денег через рисунок, подсознание и новое мышление. Ссылку на участие вы найдете в описании под этим видео. До встречи в новых выпусках!